Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на территории особо вкусной еды, и с вами я, Фелгратен. Сегодня снова шаурма, опять будет такой нестандартный соус, а если быть точнее, их будет два. Вы сейчас все увидите. Погнали готовить! Соуса будет два, как я уже сказал. Один называется Берблан. Он готовится очень просто и очень быстро. Второй соус я не знаю, как называется, потому что я его, в принципе, на ходу придумал. Но, возможно, он такой существует и у него есть какое-то название. Если вы знаете название второго соуса, в комментариях обязательно напишите об этом. Тоже готовится очень быстро и очень просто. Первый соус, он будет такой кисло-соленый, второй будет более сладкий. И вот на контрасте они в этой шаурме должны отлично сочетаться, на мой взгляд. Теперь приступаем к готовке соуса, потому что соусы готовятся на газу, и их надо быстро приготовить, и пускай они будут остывать, а я в дальнейшем буду заниматься уже подготовкой всех ингредиентов для сбора шаурмы. Все ингредиенты, как обычно, я оставляю вот здесь, с этой стороны. А сейчас переходим к процессу готовки. Погнали. Для соуса я возьму половинку вот такой луковицы, нарежу ее меленько. Что с этой луковицей будет происходить? Ее нужно отправить в вот такой, скажем так, ковшик. Чуть позже я поставлю на огонь. Пока занимаемся подготовкой следующего ингредиента, который будет идти в соус. А если быть точнее, это лимон. Его нужно выдавить. Вот такая емкость, в которой я отмеряю этого лимонного сока где-то миллилитров 15-20. А вот его как раз столько и есть. Вот если вам видно, я думаю, наверное, плохо видно. Здесь 40 написано, и здесь половинка. Получается 20 миллилитров. Белого сухого вина наливаем тоже где-то миллилитров 20. Даже чуть-чуть больше. 30 миллилитров наливаем вина. И еще для соуса понадобится половина пачки масла. Пол пачки масла это где-то грамм 100. Переходим к готовке. Лук, который заранее уже был нарезан, он в сотейнике. Ну не в сотейнике, в ковшике. Туда выливается вот эта смесь лимонного сока и вина. 2 горошинки душистого перчика. Также перец горошком можно добавить сюда. Несколько вот таких горошин, штук 5-6. Сразу можно сюда отправить соль. Соли нужно где-то 1/4 чайной ложки. Смотрите, уже пошел процесс выкипания. Так вот немного помешиваем. Смотрите, вот до такого состояния, в котором сейчас находится лук и вся жидкость, доводим эту массу и по кусочкам отправляем сливочное масло и сразу быстро начинаем его вбивать в этот соус, постоянно, непрерывно мешая. Все, как только масло вбили, получается вот такая вот консистенция. И процеживаем этот соус в отдельную емкость. Берем вот емкость есть, да? Берем сито. Друзья, смотрите, получилась вот такая вот целая плашечка этого соуса. Он вот такой вот густой. Он еще пока горячий, вот, но он уже густой. Вот если я ложку возьму, видите, на ней остается, пальцем провожу, вот, и он не стекает. Соответственно, он довольно-таки густой. Когда он остынет, он загустеет еще сильнее. Второй соус будет состоять из персика, вот такого, и небольшого количества жидкости, которая была в персике консервированном. Персик отправляем в емкость блендера. Небольшое количество соли, совсем-совсем немного. Также сюда пойдет 2 зубчика чеснока. Можно добавить небольшое количество базилика и совсем немного соевого соуса, совсем-совсем чуть-чуть. Обязательно пробуем, что получилось и нужно ли что-то добавить. Я бы добавил сюда кислинки. Кислинка будет заключаться в лимонной кислоте, соответственно лимон. Берем лимон и опять выдавливаем. Примерно вот до такого состояния соус доводим и переливаем его тоже в отдельную емкость. Сейчас приступаем к нарезке овощей, которые пойдут в шаурму.
Овощи подготовлены, вы сейчас видели, как они выглядят. Переходим к подготовке мясной составляющей. Для мясной составляющей будем использовать вот такие вот купленные в магазине куриные, скажем так, колбаски, чевапчичи называются. Их просто нужно обжарить на сковороде до полной готовности. И будем собирать с вами уже готовую шаурму. Пока обжариваются колбаски куриные, для мясной составляющей будут еще вот такие две копченых, интересных, тоненьких таких колбаски. По одной в каждую шаурму. Но они такие жесткие, так как копченые, поэтому я их просто меленько нарежу и туда будем укладывать их. Друзья, уже готовы колбаски куриные. Я уже вот подготовил лаваш. И сейчас будет процесс сборки. Погнали! Для начала возьмем вот такой сыр творожный. Этим сыром творожным нужно смазать сам лаваш. Далее в этот лаваш укладываем одну колбаску, еще вот так вот половинку. Добавляем огурцы, чили, перец, помидорки черри обязательно. И небольшое количество вот этой вот колбаски. Теперь погнали по соусам. Смотрите, как он загустел. Поливаем соусом, поливаем вторым соусом и заворачиваем. Получается вот такая вот шаурма. Со второй точно таким же образом поступаем. Смотрите, друзья, получилась вот такая вот шаурма вкуснючая. Ну, я надеюсь, что она вкуснючая. Сейчас я ее вот так вот разрежу пополам. Я думаю, вы можете видеть, да? Она очень сочная получилась. Сейчас будем пробовать. Она очень сочная за счет соусов. Запах супер вкусный. Сочетание сливочного соуса, который был на основе масла, и сочетание сладкого соуса на основе персика. Это очень вкусное сочетание. Это прям очень классно. Колбаски вот эти вот куриные, копченая колбаска. Все в целом дает такую гармонию, скажем так, вкусов. Очень приятно, очень вкусно. И несмотря на то, что жидковатые соусы, их можно загустить, допустим, крахмалом или чем-то, чтобы они были менее жидкие. Но соусы отлично подходят для этой шаурмы. Если у вас нет колбасок, допустим, возьмите просто курицу, пожарьте. Также туда закинули в лаваш, все это завернули. Во, получается супер. Данный рецепт шаурмы вам обязательно понравится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы думаете вообще о рецепте, о канале. И встретимся в новых видео. Всем пока!